прошлом видео мы ремонтировали прибор. Ссылка будет вверху. Там я упоминаю один маленький, но очень важный нюанс, что при сборке прибора ни в коем случае нельзя прикладывать усилия при закручивании винтов. К сожалению, на тот момент мы этого не знали, но обо всем по порядку. Итак, после устранения проблемы с резистором мы решили проверить прибор на герметичность. Проверять решили таким вот нехитрым способом, который вы видите на видео, при помощи велосипедной камеры и насоса. Вот так я и обнаружил трещины пробки от корпуса прибора, которые, скорее всего, я сделал сам. Потом начались поиски оригинальной запчасти. Писал даже в сервисный центр в Австралии, но все безрезультатно. Скорее всего, таких запчастей не предусматривал завод-изготовитель, и их не существует в природе. В итоге было принято решение делать пробку самому, точнее провести замеры, нарисовать эскиз и заказать деталь у токаря, а потом уже подогнать ее до нужного вида самостоятельно. Пробку изготовили из капролона, замеры производили сами. Вот эскиз, надеюсь, он никому не понадобится. Вот так выглядят трещины. Они довольно глубокие. Разметка пробки. Приступаем к сверлению. Процесс нарезания резьбы в видео не попал, к сожалению. Гермоводы были куплены отдельно, они немножко больше по размерам, чем были оригинальные, но по диаметру кабеля подошли идеально. Делаем пропил в пробке под плату.
Вставляем кабель в гермоводы и фиксируем пластиковыми стяжками. Готовим смесь двухкомпонентного эпоксидного клея. Заливаем пробку и оставляем застывать. Сразу после застывания проверяем герметичность. Смазываем силиконом для дайвинга. Пузырей нет, что не может не радовать. Пайка. Потом были испытания на глубине, прибор сохранил герметичность, и в принципе мы весь сезон с ним отлазили. Вода в корпус так и не попала. Краткий итог. Относитесь к прибору аккуратней, он очень хрупкий, чтобы потом не заниматься такой ерундой, как мы. Всем удачи!